Окей. Смотрите, всем добрый вечер. Кто меня не знает, кто-то знает, меня зовут Денис Ващук. Я прожил год в Китае, преподавал там английский язык для конкретно китайских детей. Это где-то от 3 до 6 лет. Плюс был небольшой опыт в тренинг-центре, практика английского языка, в том числе с иностранцами. И вот хочу поделиться своим опытом, который приобрел в Китае и вообще в путешествиях, потому что жил и в Европе, в Евросоюзе, где примерно 3 месяца жил в Китае, жил где-то около года в Таиланде и во Вьетнаме. Смотрите, как выучить английский язык быстро? Тут банально необходимо выполнять 3 правила. И как английский строится на базе 3 вещей. Первое – это словарный запас, то есть какое количество слов вы знаете. Второе – это знание грамматики. Грамматики, в первую очередь, конечно, времена, герундии, речевые обороты и все, что с этим связано. И третья часть, помимо грамматики и словарного запаса, это, конечно же, фонетика. Потому как очень большое количество русскоговорящих людей, к сожалению, не знают фонетику и не учат фонетику. Из-за этого многие люди не понимают, допустим, о чем они говорят, потому как они знают грамматику, но они не могут говорить правильно, потому что говорят с русским акцентом. То есть по-хорошему надо с чего начинать? Конечно же, с фонетики. Фонетика – это правильное произношение слов. Избавиться от гласных, таких как О, А, И, там, И, там, Х. Нету таких букв в английском языке. Для этого необходимо, можно на Ютубе можете посмотреть, что такое английская фонетика, как правильно говорить на английском языке. То есть фонетика это, наверное, основа. То есть правильно произносить английские и американские буквы. Можете там поработать, допустим, к примеру, если вы хотите фонетику себе поставить, хороший акцент, в первую очередь это попробовать говорить на русском языке, но с американским, с английским акцентом. К примеру, пример приведу, там, тарелка, ложка, чашка, там, йогурт, то есть пробовать именно максимум говорить с американским и с английским акцентом. Потом переходить уже на английские слова, тогда вам это гораздо будет проще. Сегодня мы поговорим про уровни владения английским языком, потому что, смотрите, вы все прошли тест, есть такое понятие, как уровень владения языком. Каким образом, то есть, оценивают уровень? Есть несколько градаций. Основных 2, то есть есть уровни, допустим, общие, это как beginner, начинающий уровень, там, intermediate, то есть pre-intermediate, немного не дотягивающий до среднего уровня владения английским языком. Intermediate level – это средний уровень владения языком. Потом идет advanced, то есть продвинутый, как бы upper intermediate, и proficient. Но более официальная градация есть, которую вот используют, это уровни, вот я сейчас открою демонстрацию экрана, можете посмотреть. Смотрите. Одну минутку буквально. Вот. Так. Всем все видно в демонстрации экрана? Про уровни владения английским языком. Смотрите. Да. Вот. Первый уровень или начальный уровень языка – это уровень А или уровень A, так называемый. A – это элементарное владение языком. То есть это уровень выживания. То есть, грубо говоря, ты знаешь какие-то базовые, допустим, слова на английском языке, ты понимаешь, но не можешь говорить и не можешь строить, допустим, какие-то сложные предложения. То есть это beginner и elementary. То есть человек, который, ну не знаю, там знает там 100 слов, допустим, на английском языке. Это уровень A1. Ты можешь какие-то, допустим, вопросы решить, но ты не можешь говорить четко, ты не знаешь грамматику. Второй уровень – это A2, то есть это pre-intermediate level. Смысл в том, что, грубо говоря, это уровень немного не дотягивающий до среднего. То есть у тебя есть уже какой-то словарный запас, ты можешь строить предложения, но не хватает до среднего уровня. То есть базовые какие-то вопросы ты можешь решить, но изъясняться там, понимать какие-то вещи ты не сможешь. Следующий уровень B. Он делится на B1 и B2, то есть B1, B2. Intermediate, то есть B1 – средний уровень владения языком, B2 – это пороговый продвинутый уровень владения английским языком. Ну и следующий уровень, то есть уже после среднего уровня, intermediate level, то есть это B1, B2, идет свободное владение, proficient user, то есть профессиональный уровень владения языком. C1, C2.
Про себя я скажу, что на C2 я, к сожалению, еще не вышел. То есть у меня среднее что-то между B2, B2 и C1. То есть уровень профессионального владения языком. То есть немножко не дотягивает до совершенства. Ну и теперь я как бы объясню, чем оно отличается. То есть здесь вот пойдем чуть ниже. То есть смотрите, про то, что я говорил. Уровень A1 – это примерный словарный запас. То есть на A1 вы должны знать, то есть 500 слов на английском языке базовых. То есть вы понимаете, допустим, выражения какие-то там для удовлетворения базовых потребностей, заказать гостиницу, еще что-то, там, заказать такси, там, познакомиться с каким-то иностранцем, задавать простые вопросы на личные темы, допустим. Кто-то по профессии и так далее. Ну, это уровень, грубо говоря, 5 класса там, английского языка. О семье задать какие-то вопросы. Там, у тебя есть там семья, еще что-то. И читать, допустим, короткие надписи какие-то. Ну, самые простые. Магазин, там, не знаю, парикмахерская и так далее. То есть самый простой уровень – это A1. A2 уровень идет. Тут уже, смотрите, что идет, ребят. Тут словарный запас уже идет от 1000 слов. Вы здесь уже понимаете речь, допустим, о чем говорят. И можете говорить, допустим, что у вас происходит, на какое событие. То есть вы можете читать, в отличие от уровня A1, то есть это A2. И письменно, то есть выражать, то есть писать какие-то там выражения и так далее. Смотрите. Дальше, смотрите, уровень B1 идет, intermediate level. Это уровень, то есть среднего языка. Сообразите, звук пока погашу, потому что, к сожалению, кто-то там у нас залазит в конференцию и не слышно. Прошу микрофон выключить, чтобы... вот пока выключу звук. Так, вот вроде выключу, нормально сейчас. Смотрите, вот про что остановился, на B1, то есть B1 Intermediate Level, то есть это уровень среднего владения английским языком. То есть тут уже словарный запас идет 2000 слов. Здесь вы можете уже и писать, и читать, смотреть фильмы в оригинале, допустим, на английском языке, там, прочитать простую какую-то инструкцию, допустим, к примеру, там, к ноутбуку или еще что-то. Вы уже понимаете язык, вы можете на нем общаться и разговаривать. И связанный текст вы тоже можете, наверное, написать, какую-то деловую переписку вести. Это средний уровень владения языком. Но вы не можете сложные предложения делать, то есть вы делаете простые предложения. И уровень B2, то есть это уже уровень более, так сказать, продвинутый средний, здесь уже у вас словарный запас 4000 слов. Здесь вы можете свободно уже с носителями языка общаться, не только там с русскоязычным населением, там, или с иностранцами, а именно с носителями, с англичанами, с американцами вас уже будут понимать, то есть уже вести деловую переписку и так далее. В принципе, для работы хватает, на мой взгляд, в России это B1, B2, потому как большинство компаний не требует, что ты знал там, язык как носитель и так далее. Надо решать какие-то простые вопросы, задачи, там, вести деловую переписку. Уровень C1, C1 и C2, то есть Advanced и Proficiency, то есть уровень продвинутого английского языка, это уже когда идет 8000 слов там, и более, там, десятка, там, допустим, 16 тысяч слов. Он нужен, как правило, тем людям, которые хотят работать в иностранной компании с носителями языка, где тебе надо постоянно общаться с коллегами на английском языке, не только вести деловую переписку, но чтобы тебя понимали, и от твоих задач зависит там, работа компании. Здесь английский язык нужен. То есть, но он нужен, как правило, в тех странах, то есть, куда вы едете. То есть не для России, понятно, что C1, C2. Либо ты, если преподаешь английский язык, понятно, тебе надо выходить на уровень там, C1, C2. Либо если ты как хороший профессионал, допустим, там, учитель физики, там, математики, хочешь преподавать за границей, тебе надо знать профессиональную терминологию, тебе нужен уровень Advanced, уровень Proficiency. Вот. И тут вот я про что хотел договорить, вот про уровни. Проговорили, там таблицу я вам тоже скину, чтобы это было более-менее понять. Еще он складывает. Вот смотрите, по грамматике, то, что я говорю, таблицу всем видно нормально там? Можете в чате плюсики поставить. Смотрите, здесь вот таблицу я вам ее скину, идет грамматика и словарный запас. То есть, чтобы выйти на определенный уровень языка, идеально вот по этой таблице заниматься. То есть, грубо говоря, переходить. Там, если у вас там начальный уровень, допустим, A1, вам необходимо там выучить, или вы хотите начать с нуля там, изучать английский язык, выучить грамматику, в первую очередь, смотрите. To be, простые вопросы, там, present simple, past simple, future simple, потому что это основа, то есть вы это должны знать.
ну и лексику элементарную какую-то. Если, например, вы путешествовать хотите, вам не нужен там английский там, на уровне intermediate level, то есть вам надо знать какие-то базовые слова, вам больше не надо. Но если вы хотите как бы повышать уровень английского языка, то оптимально это как бы тоже вот по этой же схеме, то есть как я учу английский язык. Смотрите, первое, что необходимо, разговорный язык. То есть разговорный – это не обязательно там учить грамматику. Вы можете выучить базовые какие-то фразы, которые используют американцы, базовые вопросы, там, базовые речевые обороты, вас будут понимать. Но если вы хотите не только там, говорить, не только speaking, writing, но и listening, то надо вот делать несколько вещей. Вот смотрите, возьмем простую математику. Я попробую сейчас калькулятор вывести. То есть словарный запас. Вот, к примеру, берем. Учим, к примеру, около, допустим, 5 слов в день. То есть, чтобы выйти на определенный уровень, допустим, нам надо выйти на уровень, допустим, elementary A1, к примеру. Вот калькулятор я вам покажу. Вот учим 5 слов. 5 слов за день. То есть, итого где-то за 7 дней это будет 35 слов. Умножаем на 4. То есть, 140 слов мы выучим, ну, если будем 5 слов в день учить, мы выучим где-то примерно за месяц. То есть, грубо говоря, выйдем на уровень, там, не знаю, если брать, к примеру, там 6 месяцев, то, грубо, 840 слов, это примерно уровень, ну, немного не дотягивает до A1. То есть за полгода мы выходим на уровень A1, то есть по словарному запасу, потому что в любом случае нужны слова. Если вы не знаете слова, то, грубо говоря, вы, к сожалению, не сможете общаться там ни с носителями языка, не можете там строить предложения, потому что вы знаете грамматику, но вы не можете подставить те слова, которые вам необходимы. То есть по-хорошему как бы надо вот английский язык, вот как я учу. То есть словарный запас, второе – это грамматика. Базовая грамматика, то есть хотя бы выучить для начала, не знаю, там не обязательно 12 форм глаголов брать, а взять хотя бы, к примеру, там основных 6 форм глаголов, то есть это simple и indefinite. То есть simple – это простая форма глагола, simple, indefinite. Прошедшее, простое, настоящее и будущее, то есть past, future и present, настоящее. Потом уже идут там continuous, продолженное, допустим. Прошедшее, настоящее, будущее, то есть past, present и future. Хотя бы вот эти 6 форм глаголов выучите, и у вас все будет замечательно. То есть начните с простого. Выучите хотя бы форму past, если у вас вообще английский никакой, простые предложения. И пополняйте словарный запас. То есть, грубо говоря, вот для первого уровня, кто с нуля начинает английский язык учить, тут необходимо выучить там, базовые какие-то слова, например, местоимения обязательно выучить. Там, we, they, там, я, ты, мы, он, они. Формы to be, надо знать am, I или is, когда они применяются. Пополнять словарный запас. А словарный запас я вам рекомендую, ребят, как пополнять. Смотрите, как я, вот, допустим, учил язык. Первое, ну, самое простое, если вообще вот, элементарный английский язык. Дома можете, не знаю, там, вот где вы находитесь, допустим, дома, там, не знаю, там, стул, там, сделать какие-то наклейки, к примеру, наклеить их там, чтобы выучить эти слова. С чем вы постоянно сталкиваетесь в обиходе, как бы вы выучите их быстрее. По языкам, то есть, смотрите, по словам, как я учил, есть программы по запоминанию. То есть вы берете, допустим, к примеру, ну вот я Lingualeo использую программу, она бесплатная. Беру какие-то слова, добавляю в свой словарь. То есть есть у меня словарь. Каждый там день я добавляю 5 слов. И учу их. Потом прохожу тесты с этими словами, проверяю, знаю я их или нет. И есть уровень владения, допустим, тестирование, то есть проверка, там, сколько слов я выучил. То есть чем больше я их там в заданиях выполню тех слов, тем быстрее, грубо говоря, я их освою, потому что постоянно их занимаюсь, я их запомню. То есть я уже потом беру следующие слова учу. Так далее, то есть пополняю свой словарный запас. То есть за полгода, грубо говоря, 1000 слов вы наберете без проблем. Можете больше, если можете учить больше, учите больше, и желательно как бы использовать грамматику. То есть можно как брать, допустим, берете какую-то тематику, допустим, например, поход в магазин, вы учите слова, которые связаны с магазином. Допустим, там, учите слова там, что продукты, которые вы в магазине покупаете, и записывайте их в отдельный словарь. Плюс делайте предложения. То есть по грамматике, вот смотрите, то, что я вам говорю, словарный запас – это основа, понятно, то, что вот идут простые вопросы и так далее, be going to там, и так далее. Но
Основа, вот смотрите, вот первую таблицу я вам показал, это вот по уровням, то есть словарный запас, основа в любом случае, то есть минимум 1000 слов. Здесь, если хорошо хотите разговаривать на английском, то это 3000 слов. То есть это вам где-то около года придется потратить, чтобы выучить. Но чтобы вас понимали, хватит, допустим, 200 слов. Но понятно, что на уровень выше, то есть надо знать больше. Вот, смотрите, еще вам что покажу. Есть еще такая таблица очень интересная. Это по грамматике, конкретно по образованию, то есть 12 форм глаголов. Не местоимение, сейчас я открою. Времена для чего не используются? Скрининги мне очень нравятся. Вот смотрите, табличку открою. Есть определенные времена, допустим, в английском языке. Вот они, смотрите, простое, simple, или на английском оно будет simple and definite tense, то есть простое, неопределенное, то есть общая форма, которая используется. Тут вы будете строить самые простые предложения. Предложение как строится? Смотрите, я вам скину уже более-менее, чтобы было понятно, как это работает. Первая форма глагола обычно здесь используется. Здесь нет ни второй, ни третьей, только первая форма глагола. Для обычных глаголов, то есть вот здесь вот вы можете посмотреть, мы добавляем ed в конце и местоимение, то есть как образец. Сначала идет местоимение, после местоимения там идет ma форма to be или is, которую тоже необходимо будет выучить. И в дальнейшем поставляется глагол. То есть в прошедшем здесь вот идет ed в настоящем времени. То есть просто там he, she, it, допустим, и глагол, то есть первая форма, мы ничего не делаем. И в третье, то есть в будущем, мы берем местоимение, я, ты, мы, он, они, там, I, he, she, it, там, и так далее. Will добавляем и глагол. То есть, допустим, I will do, я буду делать. Ну, к примеру, допустим, здесь вот неправильный глагол идет, I did, я сделал. То есть неправильный глагол просто мы вставляем первую форму. Там. Первая форма глагола, допустим. Вторая, точнее, форма I do. Do, did, done, допустим, идет. Правильный и неправильный глагол. То есть тоже надо понимать. И еще вот хотел добавить, что есть неправильные глаголы. В чем отличие правильных и неправильных глаголов? Правильные глаголы, они, это глаголы, которые у нас работают следующим образом. То есть они работают по правилам. Для всех там, у нас есть indefinite, допустим, простое время, там, continuous, продолженное, там, и перфектные времена, там, и perfect continuous. Они все работают по правилам. То есть там ничего придумывать не надо. Неправильные же глаголы, в отличие от правильных, у них есть 3 формы. Первая, вторая и третья форма. Их надо просто запомнить. То есть для базового английского языка хватит 50 неправильных глаголов, чтобы вас понимали, о чем вы говорите, что вы делаете. Для языка, который более профессиональный, то есть выше среднего уровня, upper intermediate, надо выучить минимум 200 неправильных глаголов. То есть основа, ребят, про что я говорил. Первое, словарный запас, то есть минимум 5 слов в день. То есть за полгода у вас будет хотя бы уровень A1, A2. Второе, это учить неправильные глаголы. Для уровня A1, A2 хотя бы 50 выучить базовых, я их тоже скину, можете с ними ознакомиться. Для уровня intermediate, upper intermediate минимум 200 неправильных глаголов вы должны знать. Ну и по заданиям тоже буду выкладывать каждый день задания, то есть их необходимо будет делать. Я предлагаю, чтобы выучить грамматику, то есть начать с самого простого. Местоимение, форма to be и простая форма. Вот на данный момент, сегодня, допустим, проверим простую форму, это simple, то есть simple indefinite tense. Простое, неопределенное. Как оно образуется, в чем отличие правильных и неправильных глаголов. То есть выучите вот эти вещи базовые. То есть вот 12 форм правильных и 12 форм глаголов, где применяется неправильный глагол и правильный глагол. То есть вот эту таблицу, как таблицу умножения, надо выучить. Потому что это базовая грамматика. Потом уже, понятно, идут герундии и так далее, речевые обороты. Но это основа. То есть вот то, что я сказал. Первое – это словарный запас. Второе – 12 форм образования глаголов, 12 времен. И третье – это неправильные глаголы. Ну, конечно же, фонетика, то есть без фонетики никак. Потому что у нас очень многие говорят неправильно, особенно в школе. Ну, к примеру, мы говорим как Adidas.
как говорят американцы, они не будут говорить Adidas, у них нет такого слова. Adidas, what is this? Они говорят Adidas, Adidas, I'm, нету такого слова. Aim, цель. Потому что у нас неправильное произношение, то есть и люди вас не будут понимать, потому что вы говорите с неправильным произношением, с неправильным акцентом. Акцент можно поставить буквально за день, для этого просто необходимо что делать? Работать над речью, то есть максимум как бы делать правильный акцент, то есть работать с фонетикой. То есть вы можете, вот, допустим, к примеру, по алфавиту, там, алфавит как у нас, допустим, русский, А, Б, В, Г, Д там, и так далее. В английском алфавите как он используется? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, I, S, T там, и так далее. То есть смысл в том, что максимум буквы, которые вот мы в российском алфавите используем, можете даже русский алфавит взять, произносить их с английским и с американским акцентом. То есть от русских гласных вообще избавиться полностью. То есть алфавит, такого слова нет. Alphabet, A, I am, A, apple, яблоко. То есть максимум говорить с правильной фонетикой. И тогда у вас будет все проще. Так что много говорить не буду. То есть если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Я с удовольствием их выслушаю. Можете включить микрофоны. Как бы у вас какие-то вопросы есть. У кого какой уровень английского языка, к сожалению, не знаю. Но, может быть, вам что-то подскажу. Как вот английский язык выучить быстро. Но, на мой взгляд, то, что же, словарный запас. То есть берем тетрадку, записываем 5 слов. Сайты я вам скину, на которых можно именно заниматься грамматикой бесплатно и как именно пополнять словарный запас. Еще одна очень важная вещь, ребята, то есть помимо фонетики, помимо английского языка разговорного, то, что как бы, словарный запас идет, еще есть такое понятие, как чтение. Чтение можно освоить, вот мне очень помог метод Ильи Франка. То есть, чтобы читать литературу американскую, есть метод Ильи Франка, когда первая страница пишется с аннотациями, со сносками, там, можете книжки посмотреть, как они пишутся. То есть какие слова, допустим, выделены, сложные, они с переводом даны. Следующая страница дана полностью на английском языке. То есть вы читаете первую страницу на английском языке с пометками, то есть на русском, слова переведены на русский. Следующая страница дается полностью на английском языке. Чем вы больше читаете на английском языке, пусть даже с пометками, и потом без пометок, тем вы быстрее будете понимать письменную речь в английском языке. Writing. И еще штуку такую добавлю, как, допустим, просмотр видео. То есть стоит ли смотреть видео, допустим, в оригинале. Как я делал, как учил. То есть я брал какие-то любимые фильмы, которые мне нравились, например, Гарри Поттера того же, с субтитрами и с английской дорожкой. Вначале я смотрел с субтитрами. Ну, с английским, не с русским, подчеркиваю. Если, допустим, не знаете, можете еще с русским посмотреть. Тоже такой вариант, чтобы понимать речь. Но лучше без русских субтитров, лучше с английским. Смотрю, понимаю, как бы что-то перевожу. Какие-то слова увидел, допустим, остановил, записал в словаре это слово, выписал и там завез себе его в словарь. Потом я уже смотрю, допустим, еще раз пересматриваю какие-то сцены, там, ключевые обороты и пополняю свой словарный запас там, теми словами, которые говорят люди в фильмах. Потом я уже смотрел фильмы полностью в оригинале, без там, субтитров, и я понимал, о чем они говорят. Я испытывал просто эстетическое наслаждение, потому что я посмотрю не там, с переводом каким-то, а смотрю в оригинале фильм. Так что смотрите чаще вот фильмы в оригинале, чтобы максимум, то есть было погружение в речь. И еще хороший вариант вот, как бы, в плане изучения английского языка, то есть когда вы учите язык, здесь американское радио какое-то, вы можете просто включать радио, там оно постоянно работает, там английская, американская речь, и чем вы больше слышите на слух, тем быстрее вы начнете воспринимать. Может быть, вы с кем-то, конечно, разговариваете, но и радио даже слушаете американское, вы быстрее будете понимать, как они говорят, то есть уже на уровне подсознания вы будете учить английский язык. Вот. Так что я вот сейчас с вами хочу переговорить, ребят, кто участвует, чтобы у вас какие-то вопросы, если будут. Ну, методички я это все скину по 12 временам, 12, точнее, формам глаголов. И вот то, что я говорю по уровням владения языком, то есть какие знания необходимы на определенный уровень. Так что слушаю вас, можете микрофон включить, переговорим, если есть какие-то вопросы. Денис, Да. Насколько сложно устроиться в какую-нибудь иностранную компанию? Смотри, по иностранным компаниям объясню. По Китаю раньше это было сделать гораздо проще, то есть официальный сайт, где берут экспатов, где берут людей с России,
там что необходимо сделать. То есть ты заполняешь профиль на echinacities.com, это аналог нашего HeadHunter, есть LinkedIn еще, где ты ищешь работу для иностранцев. То есть смотришь описание, что необходимо. У Китая есть соглашение с российской стороной о признании дипломов. То есть дипломы наши высшего образования не признают. Но нужно минимум высшее образование, любое, либо бакалавриат, либо магистратура, чтобы устроиться на работу. Это я тебе конкретно говорю по Китаю. То есть если ты хочешь как специалист туда ехать. А нужны люди разные, как бы, с минимальным знанием английского языка. А по Евросоюзу там ситуация какая? Сейчас минимальная плата в Евросоюзе где-то порядка, наверное, 8 евро в час. То есть минимум, меньше 8 евро никто не платит. Не все работы требуют знания английского языка, но если ты знаешь английский язык, ты можешь найти работу получше там. Или в Южной Корее все то же самое. То есть со знанием языка ты спокойно там найдешь работу. Вот я про что говорю. Я понял. То есть работу найти можно. Даже в Англии, вот я пример приведу, допустим, у нас очень многие едут на сезонные работы в Англию, там делают визу там, через Евросоюз там, на сбор клубники, сельскохозяйственные какие-то работы. Это, кстати, вот вариант, вот я то, что говорил, как именно практика, чтобы у тебя была языка, то есть нет у тебя денег, к примеру, там, поехать в англоязычную страну. Ты можешь там, как студент или как просто у тебя есть время, там, отпуск какой-то, устроиться на работы, там, к примеру, в Англию, там, не знаю, там, в европейскую страну или на Мальту куда-то поехать. И там у тебя будет большая практика английского языка. Ну, понятно, что ты там будешь заниматься какой-то рабочей специализацией, там, или многие в Америку едут там, на подработки, но у тебя будет практика языка, и, следовательно, разговорный язык ты выучишь быстро. А второй вариант – это когда вот я отдыхал конкретно в Таиланде и в Вьетнаме, я жил именно в хостелах, где живут иностранцы, где не было вообще русскоязычных, то есть вообще русских не было. То есть русских было 1-2 человека, остальные все иностранцы. Там, с Англии, с Австрии, с Германии, и я постоянно использую английский язык, я его выучу там за месяц вообще там на уровне fluent, потому что как бы приходилось, я на другом языке не разговариваю. Русский вообще язык не использую. А какие ты еще приложения знаешь помимо Duolingo? Смотри, Lingua Leo обязательно. Это приложение наши программисты Можно сделали. это будет в чате написать где-нибудь? А могу тебе сейчас написать, вот давай в общий чат напишу, чат System, сейчас посмотрю, где он там идет, подожди. Общий чат, чтобы я сообразил, где он тут идет. К сожалению, Zoom вот первый раз для конференции. А вот он, вижу, чат общий. Давай в чате напишу. Смотри, приложение называется Lingua Leo, всем тоже ребятам пишу. Lingua Leo. Вот это приложение рекомендую использовать. Сейчас я сайт их скину. У них есть и платное приложение, и бесплатная форма. То есть сейчас я сайт открою. Там просто регистрируешь аккаунт и можешь запоминать слова. Еще вот есть приложение в Play Market по запоминанию слов. Там ты просто что делаешь? То есть берешь, учишь слова. То есть тебе слова не выпадают рандомно. Ты говоришь да, нет, к примеру. И ты таким образом проверяешь свой словарный запас. Потому что как бы основа – это слова в любом случае. То есть если ты не знаешь слов, даже ты знаешь грамматику, ты не сможешь ничего сказать. То есть тебя не поймут. Так что словарный запас обязательно. Без этого никак. Сейчас попробую. Вот lingualeo.ru сейчас скину. Так что рекомендую это приложение всем поставить там, в бесплатной форме позаниматься. Есть платный аккаунт у них на год покупку. Вот, ну я сюда скину, в WhatsApp тоже скину. Смотрите, вот lingualeo.com.ru. Если, смотрите, по чтению, рекомендую вам скачать какой-нибудь сервис по электронным книгам, где в EPUB их можно скачивать. Есть шикарная литература по методу Ильи Франка. То есть рекомендую, то есть сейчас я напишу, что это такое, метод Ильи Франка. Ну, я рекомендую как бы пока не с этого начинать, как бы это для тех, кто как бы хочет там поднять именно чтение, то есть reading. Метод Ильи Франка, он так и называется. Книжка сейчас вам тоже скину ссылку, чтобы можно было скачивать. Не в открытом доступе есть. Сейчас я скачаю английский язык, метод Ильи Франка. Еще, кстати, неплохой вариант вот, тех, у кого начальный уровень английского языка. А есть книги, точнее диски, вот старые еще выходили, Евротолк для 5-7 класса. Там как бы основа грамматики дана, базовые какие-то фразы, предложения там, и так далее. Выучить базовую лексику, базовые слова, которые вы используете.
Про Skyeng скажу как, ребят. Сайт неплохой в плане методических материалов. Сама компания Skyeng мне не нравится, потому что они берут огромные деньги за английский язык. Но как база бесплатная там, материалов учебных на самом сайте, то да. У них бы я вряд ли бы занимался, потому что Skyeng, ну, много мошенников, там, не только мошенников, они бешеные деньги за английский берут, и все. Грамматику можно самостоятельно выучить. Денис, а покажи раздел, где найти эти материалы можно. Какие материалы, еще раз вот я говорю? Ну, обучалки, ты сказал, в Skyeng есть. в В каком Skyeng, разделе можно найти? а я Skyeng скину. Вот, Да. таблицы базовые вот я открыл. Вот видите, тут это говорю, вот они, времена, то, что выучить. Indefinite, continuous, perfect. Там же помимо времени что Нет. еще есть? Помимо времен у них куча материалов на самом сайте. Вот можно просто в статьи зайти, у них есть раздел статей, articles, вот они. Вот все статьи, вот он, видите, здесь раздел на Skyeng. Это Вот. все бесплатно абсолютно. То есть ничего тут, грубо говоря, платить за это не надо. Там есть группы в ВКонтакте тоже бесплатные, которые как бы там базовые какие-то вещи, допустим, по английскому языку дают бесплатно. То есть их просто вот смотрите, там, выписываете все слова, учите. За это никаких денег платить не надо. Естественно. Но основа, то, что вот я говорю, обязательно вот времена вот эти надо все выучить. То есть понять, как они образуются, но я думаю, что на них тоже и задания будут, и чтобы сделать на чем-то упор. Сегодня я просто хочу обзор такой сделать, что надо выучить, чтобы более-менее потом на базе этого скелета там начать заниматься. Ну, заниматься надо начать, что я вот говорю. Заведите все слова. Первое. То есть пишите слова обязательно в столбик, там, не знаю, как можете столбик, можете там, не знаю, аккаунт там все завести на Lingvaleo, допустим, к примеру, там, начать пополнять свой вокабуляр, там, словарный запас и записывайте слова, сколько вы слов выучили, чтобы можно было как-то проконтролировать. Это обязательно. Вот. А по работе в Китае, допустим, я вот вам сайт сейчас скину, можете посмотреть, я лично через него устраивался. echinacities.com, это сайт для экспатов, там все иностранцы устраиваются через этот сайт. Вот я его скидываю. Видно его сейчас? echinacities.com. Зарплаты в юанях идут, курс юаня где-то 11 рублей. А это было до ковида или после? Это было до ковида, и сейчас это самый ведущий сайт для экспатов вообще по всему миру. Денис, а можешь это все собрать постом в Telegram, а то очень сильно разрозненная информация, чтобы было итоги сегодняшней встречи. Да, пост я обязательно сделаю, как бы напишу, чтобы вопросов у вас не было. Ну, я то, что вот уже говорил, основа вот именно английского языка, словарный запас обязательно, то есть учим. Второе – грамматика. Грамматика, вот 12 форм глаголов выучить. И неправильные глаголы. То, что я говорю, конечно, я там напишу пост, вот это что необходимо учить, чтобы не забыл. Ну вот по зарплатам, вот я вам пример могу преподавать, сколько английского языка зарабатывает в Китае. Берем Find Jobs, открываем, видно экран? Там Shenzhen Jobs берем, вот, допустим, сейчас. Да, видно. Вот здесь, допустим, вот смотрите. Вот здесь вот в юанях зарплата Native English Translator, ну сейчас вот у меня откроется, посмотрим. English Copywriter, допустим, копирайтер на английском языке. 10 тысяч, 24 тысячи юаней в месяц. То есть, это, грубо говоря, около где-то 110 тысяч, где-то 270 тысяч рублей в месяц. Sales Management, ну, там по-разному. То есть, Content Master, где-то средняя, где-то около 20-ки. 20 тысяч юаней. Есть копирайтеры, которые по 40 тысяч юаней зарабатывают. То есть, на один из персонажей где-то от 200 тысяч до 400 тысяч. Foreign Consultant Shenzhen, допустим. 30-40 тысяч юаней в месяц. Например, то есть человек, который продает какие-то товары там, на международном рынке. Там. Преподаватель французского языка в Китае 27 тысяч юаней, 29 тысяч юаней в месяц. Работ полно. Там, баскетбол. Преподаватель по баскетболу. Ну, мало, конечно, 8-15 тысяч юаней в месяц. И вот тут требования есть. Вот смотрите, вот, допустим, в детском саду преподаватель английского языка, можете посмеяться. International Kindergarten Teacher. То есть зарплата средняя 25 тысяч юаней, 35 тысяч юаней в месяц. Курс юаня сейчас сколько? Сейчас вот я не знаю, в рублях сейчас посмотрю. Сейчас вам скажу. Курс юаня в рублю. Сегодня все обвалилось. Вот сейчас уже 13,78. То есть вот сейчас я посчитаю с учетом обвала, сколько зарабатывает преподаватель английского языка в китайском детском саду. Это уровень вообще, наверное, A1 и A2.
25 тысяч юаней, значит, стартует. 15 там, допустим, сколько там курс идет, сейчас посмотрю. Курс там 13,78, сегодня все упало. На 13,78. Зарплата стартует от 344 тысяч рублей, там 500. Заканчивая там 35 тысяч юаней, там на 13,78. Сейчас скажу, сколько это будет. 13,78, заканчивая там 482 тысячи рублей в месяц. Ну, я могу сказать, что в Китае, допустим, преподаватель английского языка, я вот сам его преподавал, там ты даже английский язык особо не преподаешь, тебе необходимо конкретно что делать, это заниматься с детьми, там, какие-то игры проводить им на английском языке и учить базовые слова там на уровне там, apple, banana, orange, там, цвета, допустим, colors. Вообще работа по лайту в том плане, что я работал, допустим, 2 часа в день, то есть 4 занятия у меня было по 30 минут. А остальное время я сидел там с умным лицом, учительской, там, воды, лауши, то есть я там, преподаватель английского языка, там, делал умный вид, что я готовлю уроки для китайских детей. То есть никто ничего не проверяет, главное, чтобы дети были счастливы, там, им нравилось с тобой заниматься, они учили английские слова. Вот за это китайцы готовы. Я не знаю, почему платить от 200 там, до полумиллиона рублей в месяц. Уехать сейчас, конечно, за жизнь в Китай очень сложно, если будет возможность, я уеду туда, потому что я знаю, что на квартиру заработаю. Вот. Сейчас туда очень-очень сложно попасть. Но это я говорю, что Китай – это вот прям must-have для преподавателя английского языка, кто хочет именно и практику языка получить, и зарабатывать, допустим, по 200-500 тысяч рублей в месяц. Это реально. На квартиру вы за год заработаете. А есть какие-то еще вопросы? Как бы тоже отвечу. Сайт можете ознакомиться, его скину. Алло. Никого не слышно? На данный момент больше вопросов нет. Ну, то есть я вам конкретно говорю, вот по Китаю, если вы знаете английский язык, хотя бы базовый, его подтянули чуть-чуть за 3-4 месяца, как я делал, а потом поехали в китайский детский сад преподавать, не знаю, как границы отходят, то 200-300 тысяч рублей в месяц вы будете зарабатывать. Основной канал в Телеграме, потому что гораздо удобнее. Тем более сейчас еще, ребят, что я скажу, курс у нас, к сожалению, обвалился. Если вот раньше мы там зарабатывали, зарплату показал в Китае, 170 тысяч рублей в месяц, 150, то сейчас зарплата в рублях минимум будет 200-250 тысяч рублей в месяц. Из-за обвала курса, то, что я говорю. То есть уже как бы зарплаты там растут. Потому что юань остается тот же самый, курс рубля падает, и вы прекрасно все понимаете. Вот. А работы там полно. Но больше всех зарабатывают именно преподаватели. Никакие, ни копирайтеры, там, ни бизнесмены. Именно просто преподаватели английского языка там, с европейской внешностью. Так что есть мотивация, чтобы получать там 300-500 тысяч рублей в месяц. Там, и жить там на юге Китая. Почему бы нет? Понятно, что у них требования там растут. Как бы сейчас требуют, чтобы были обязательно носители языка. Но я думаю, что как бы можно найти лазейки и попробовать рабочую визу получить. Но опять же я подчеркиваю, что для Китая, если вы хотите преподавать английский язык, то минимум необходимо высшее образование, любое. Либо бакалавриат это будет, либо это будет магистратура, без разницы. Хотя бы бакалавриат, чтобы вы закончили, не обязательно вы преподаватель английского языка по диплому, но но хотя бы, чтобы высшее образование минимально у вас было. Потому что сейчас требования по Китаю конкретно минимум надо иметь высшее образование, хотя бы бакалавриат. И специалисты, кстати, тоже востребованы, то есть можно найти работу специалистам, нужны конкретно вот со знанием английского языка, вот какую работу вы можете найти. Нужны инженеры ОТК. Это в основном российские компании ищут специалистов и специалистов по внешнеэкономической деятельности. Это кто занимается проверкой партии, допустим, которые из Китая какие-то товары там отправляют в Россию, их надо проверить. То есть вы приехали на фабрику, вы там проверили, не знаю, там чайники, там одежду, то есть что все соответствует там стандартам, по которым там, не знаю, там заказчики там просили что-то сделать. Вы приехали там со знанием английского языка, там переговорили с китайцами, проверили продукцию, отдали ее, едете на следующий завод. Вот такую работу можно найти. Оплачивается она где-то 15 тысяч юаней, где-то, наверное, около 170-180 тысяч в месяц будете зарабатывать. Вот в Европе работа, понятно, не для квалифицированных специалистов, в Израиле. Там нужны в основном рабочие руки, и в Америке все то же самое. Там, если в Америке нелегалами наши работают, это в основном доставка, это вышки, это там, если девочки, то работают бэбиситерами, либо, допустим, наращивание ногтей, как бы там тоже вы можете работу найти. В Европе все то же самое.
В основном обслуживающий персонал. Так что лучше, на мой взгляд, ехать в Китай со знанием английского языка с европейской внешностью. Вот. ОТК – отдел технического контроля. Инженер ОТК. Меня спросили. Вот. Ну и задания тоже буду периодически выкладывать. Так что если есть желание поехать куда-то тоже по работе, пишите в личку, там расскажу, как что-то сделать, как виза делается. Раньше лазейка была, можно было через бизнес-визу уехать было. Там принцип какой? Вам давали на год бизнес-визу. По бизнес-визе на территории Китая вы можете находиться 3 месяца. Затем вы делаете визаран в любую страну и возвращаетесь обратно. То есть еще 3 месяца вы находитесь в Китае. Бизнес-визу обычно давали где-то на год. Сейчас уже не знаю, как там ситуация поменялась. Сейчас говорят, что на 3 месяца бизнес-виза. По бизнес-визам уже работать не получится. Рабочую визу тоже можно получить, но это надо, как бы там порядок следующий. На China City зарегистрировались, необходимо иметь WeChat. Через WeChat вы списываетесь с потенциальным работодателем, проводите переговоры, а потом вам приходит оффер, официальный предварительный договор, условия работы. То есть если вы им понравились, они вас берут, они вам дают предварительный контракт, вы оформляете документы здесь уже в России, переводите диплом на английский язык, и в дальнейшем, то есть едете в Китай, там устраиваетесь на работу, то есть вам уже дают вид на жительство и рабочую визу. Но рабочую визу вы оформляете именно в России. Ну, дорогой, смотри, в Шэньчжэне я тебе прям приведу. Я жил в Шэньчжэне, у меня средняя квартира где-то там были, ну, на тот момент, до повышения этого курса, за 40 тысяч рублей, наверное, где-то можно было снять. 40-50 тысяч рублей там квартиру снимешь, у тебя зарплата 170-200 для сравнения. А не в Москве, не как 100 тысяч получаешь. Зарплата у тебя где-то в 2 раза выше, чем здесь, чем в Москве. То есть жилье недорогое, обычно еще жилье, кстати, китайцы уже оплачивают. Тебе дают и жилье, либо компенсацию, допустим, дают на проживание, либо и жилье, и питание тебе оплачивают. То есть про жилье можешь вообще забыть. То есть какие-то вопросы еще есть, ребят? Задавайте, отвечу, пока здесь нахожусь. Где у нас будет основной канал для связи? То есть Смотрите, ВК, Телеграм, основной канал я предлагаю все-таки телегу, потому что телега в чем плюс, что в ней сохраняются все материалы, раз. А второе, мне проще для проверки. То есть зайти в телегу, я посмотрел, допустим, ребята какие-то задания сделали, и мы быстренько там всех почекали, там плюсики поставили там, и так далее, как бы без проблем сразу увидел результат. То есть лучше телега, потому что WhatsApp ненадежен, он неудобен, как бы в плане взаимодействия чата, да, офигенно, в плане функционала ограничен. То есть лучше все-таки телега. Именно Telegram, я думаю, что оптимально будет. То есть есть какие-то другие предложения, говорите, там я не могу телегу поставить, без проблем, как буду в личку скидывать задания. Алло, что-то никого не слышно. Ну, в принципе, все понятно, Денис. Ждем тогда просто заданий. Нет, задания будут, то есть смотрите, вот Выполняйте, сегодня... учиться. Ну, без проблем. Смотрите, на сегодня тогда задание, то, что я вам хотел дать. Вот смотрите, табличку сейчас открыл. Видите, вот здесь табличка, вот идут времена глаголов в английском языке. Я не прошу вас выучить абсолютно все. Я предлагаю, смотрите, как сделаем. Грубо говоря, вот берем, смотрите. Вот indefinite, continuous, perfect и perfect continuous. То есть 4 группы основных, грубо говоря. И 3 времени, то есть прошедшее, настоящее, будущее. Я предлагаю, вот давайте как сделаем. Смотрите. 4 занятия, грубо говоря, каждый день по заданию на конкретно группу глаголов. То есть, допустим, первым мы берем самые простые глаголы. Простые, indefinite. Прошедшее, настоящее, будущее. Как оно образуется, я все материалы скину. И пишем предложение с правильным глаголом и с неправильным глаголом. То есть, грубо говоря, сделать 3 предложения. Прошедшим, настоящим и будущим, с правильным глаголом и с неправильным глаголом. А предложение ты сам напишешь или нам придумывать? Нет, предложение вы придумываете сами. То есть, любое предложение, но обязательно. То есть, форма indefinite past, indefinite present, indefinite future. То есть пример, как образовывается, я вам скину как бы без проблем. И следующее задание тоже как бы выучить вот эти базовые штуки. То есть даю 1, 2, 3, 4. Чтобы не прыгать туда-сюда, хотя бы один навык выучить,
Это как be water. Но знать его от А до Я. То есть не прыгать, что, знаете, как вот учите сразу все 12 форм. Нет. Выучите хотя бы вот первую форму, допустим. Вот, грубо говоря, там второе и третье. То есть простое выучите. Простое выучили, поняли, как оно образуется. Потом переходите к continuous. Continuous поняли, как образуется, там, начали предложение делать. Переходите уже к перфектным временам, там, perfect, continuous и так далее. Но вначале выучить indefinite, чтобы у вас как от зубов отлетало. Continuous выучить. И хотя бы, допустим, 50 неправильных глаголов. Вот, как бы это основа. А уже потом идти дальше. Вот так оно будет. Денис, еще раз, continuous это что? Continuous – это продолженное, то есть простое время, то, что я вам говорю. Continuous – уже следующее задание. Так, indefinite, есть past, есть present, есть future. А какое Правильно. нужно? Ну, я говорю, и past, и Мы present, сейчас и future. indefinite. То есть полностью всю группу indefinite нужно выучить. Indefinite. Indefinite – это простое, я вам объясняю. Simple, indefinite – это одно и то А же. может быть, все-таки для самоконтроля ты дашь одно предложение или два, даже лучше 3? У нас всех одинаково будет, или легче будет проверить? Нет, смотрите, я вам предлагаю, что разные предложения. Это оптимально. То есть можете в интернете где-то посмотреть, чтобы у каждого было что-то свое. То есть, грубо говоря, взяли и сделали. Чтобы не было такого, что все под копирку сделали одно и то же. Это как бы неправильно. Вы можете за основу взять те же глаголы, но с разными предложениями. То есть разные предложения, но в одном, то есть времена будут те же самые, но предложения разные. И так, наверное, на мой взгляд, будет лучше. Может, есть хотя может- бы один пример какой-нибудь кинул? А пример здесь есть в таблице, вот же показан. То есть вы можете в Так интернете мелко. посмотреть. Нет, я вам скину все, крупно там будет. Вы там зайдете, посмотрите. Примеры, предложения я вам скину. Вот я крупным сделал. Видите, сейчас видно? Ну да. Вот, то, что я говорю. Это я Мгм. все Да, скину, теперь видно всё, да. вы это посмотрите. То есть тут смысл в том, что, смотрите, тут вам надо понять. Первая форма глагола. У меня машину утащили на эвакуаторе. Ага. А у тебя где? Сейчас, одну минуту. Смотрите, то, что я говорю. Первая форма глагола «иди», и вот как она образуется, эти формы выучить. То есть это я все скинул, уже в задании будет. После indefinite уже continuous и все остальные формы будут проходить. Потому что не надо все. И выучить, допустим, неправильный глагол. То, что я сказал. Это какому дню нужно выучить? Это я вам даю задание, смотрите, срок выполнения, считаю, 2 дня оптимально. То есть, но каждый день я буду давать задание. То есть я вам дал задание, то есть срок 2 дня, грубо говоря. Выполнили, молодцы. То есть они, в принципе, копятся, да? Да, задание предлагаю, смотрите, как делать. В Телеграме пишу задание, и в задании, к заданию пишите комментарии, то есть ответы. И тут уже будем составлять таблицу. Ну и плюс теорию, конечно, теоретическая часть, чтобы было понятно, то есть что конкретно необходимо выучить, что необходимо будет как бы использовать для того, чтобы выполнить данное задание. Тесты, кстати, тоже вам могу скинуть. Есть хорошая группа в Телеграме, там идут конкретно тесты на уровень, допустим, А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, то есть можете проверить свой уровень в одном языке. То есть если вы, допустим, ну понятно, не тянете там на уровень С1, там С2, можете пройти тестирование там до уровня А1, А2 и проверить, какой у вас результат. Потому что там задания будут проще. Вот я про что говорю. И грамматику проверить заодно, и как бы уровень владения языком. То есть, допустим, прошли программу, то, что минимум, я вот скинул, что необходимо выучить, потом тестируйте себя. То есть, как бы, все вы знаете или нет, есть у вас пробел или нет. Тоже очень хорошая такая методика. То есть я вот сейчас уже буду заканчивать, потому что сколько времени, немного осталось. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, можете писать в личку, я тоже вам информацию Так, буду смотри, скидывать. на ближайшие 2 дня мы учим indefinite полностью группу. Что Да. еще нужно знать? Пока Что еще? indefinite. Смотрите, пока Пока indefinite, только это задание главное. задание я вам и Past, грамматику present и future. past, present и future, то есть прошедшее, настоящее и будущее. 3 формы. Indefinite. Как они образуются? С правильными глаголами и с неправильными глаголами. Всю теорию я вам скину, ребят. А в плане практики, я говорю, вы основу поучите, потом уже практика. Практика в каком плане? Там, либо каучсерфинг можете использовать, там, с иностранцами общаться. Я, кстати, так тоже делал, очень прикольная штука. По каучсерфингу вы можете, допустим, не хотите его домой, допустим, иностранцев принять. Вы можете с каучсерфинга списаться, если вы в Москве живете. Там приехал какой-то иностранец в Москву, к примеру. Говорит, я хочу посмотреть Москву. Говорит, ну, я вас поселить не могу дома, но я вам экскурсию в Москве могу провести.
Списывайтесь, встречаетесь, общаетесь с носителем языка бесплатно. Вы ему там экскурсию по Москве провели, он вас там, допустим, вам помог в практике английского языка. Заводите себе друзей, которые там носители языка, иностранцы. А где такое? Couchsurfing называется портал. А можешь ссылку кинуть тоже? А в чат сейчас общий скину. То есть это смысл в том, что как бы это если вы где-то, допустим, хотите, к примеру, там, встретиться с кем-то, допустим, через Couchsurfing или поселиться, допустим, в другой стране, я вот этот сервис использую, сейчас его скину. То есть со многими иностранцами, кстати, так познакомились. Из Германии познакомились с иностранцами, из других стран. Очень прикольная штука. То есть просто берете, там, пишите, допустим, там есть... Практика хорошая. Да, вы пишете как бы бесплатно это все идея, там, иностранец какой-то приехал в Москву, говорит, вот, как бы, хочу в Москве пожить. Он говорит, ну, я говорю, я могу себя посетить, ну, как бы, ну, нет, но если нет, тогда могу экскурсию тебе предложить. Как бы. И, как бы, встречаешь с ним, там, пьешь кофе, чай, гуляешь, там, и практикуешь английский язык. Это бесплатно. Потому что чем удобен каучсерфинг, что там путешественники, никаких там гламурных там тетек, там дядек нету, как бы. Люди все адекватные, как бы, простые, как бы, легко идут на контакт. То есть по каучсерфингу очень много иностранцев можете найти. О, кстати, по каучсерфингу живешь. Вижу, Оксана, привет тебе. Где, в Абу-Даби Лиза, живешь? можно вернуться к именам Да, обратно? да, в Абу-Даби. Ну, в Абу-Даби, привет, Абу-Даби, да. Надолго там остановилась? Ну, до конца недели. Ну, офигенно, вот. Ничего не повезешь. Вот, смотри, по временам, вот я говорю, прошедшее, настоящее, будущее. Вот смотри, конкретно объясняю более подробно. То есть первая форма глагола идет. А давай сначала, давай другой глагол. Допустим, не do глагол, а другой. Да. Speak, допустим, write, что-нибудь такое. Всё Read, то, что- read, писать. Смотри, там все будет Они тоже... по-другому образуются. Я знаю, что по-другому образуется. Я тебе примеры все Вот скину. спрашиваю. Я тебе говорю, там есть, я тебе и для правильных, и для неправильных скину. То есть здесь, к сожалению, только вот did, он только неправильная форма глагола. Здесь нету, допустим, как сказать, формы, которая идет правильно и неправильно. Я скину другую таблицу, там будут именно конкретно все формы. И правильно, и неправильно. Вот как оно образуется, чтобы уже путаницы не было. И, то есть смотри, в задании напишу и теорию, и уже практика будет. То есть так лучше, потому что трансляция ограничена, я сейчас не могу, к сожалению. Все, вам дать, как бы, материал будет, так что ждите, там задание выложу в Телеграме. То есть по Телеграму, то, что я тебе говорю, задание в Телеге, комментарии. Первое задание, каждый день по заданию. Второе, третье, четвертое. Как бы кто выполнил, как бы я сразу людей буду видеть, там, кто быстрее выполнит, тот быстрее баллы наберет. То есть принцип следующий, кто первый выполнил, там 100 баллов набрал. Второй, 99 и так далее, и вниз. И ты миллион Во-первых, подаришь? Какой миллион? Подождите, вы хотя бы задание начните выполнять, и все будет замечательно. Это про что говорю. Вот. По словарному запасу, то, что я говорил. По словарному запасу, то, что я говорил. Баллы. На что влияют те баллы, которые ты будешь ставить? На скорость выполнения заданий. И на то, сколько участники выполнили. Правильность желательно, да, но, на мой взгляд, хотя бы если вы хотите уже учиться, уже хорошо, что вы выполняете задание. Правильно, неправильно я не буду учитывать, как бы главное выполнять, главное понимание, на мой взгляд. Грамматику вы можете уже потом допилить, как бы надо понять, как бы, как это все строится, как это работает. То есть, как сказать, таблицу умножения надо знать. Если вы таблицу умножения знаете, то все будет замечательно. Вы потом уже будете более сложные примеры учить. Но таблицу умножения вы должны знать, то же самое, как в английском. То есть 12 форм, и они не меняются, они везде вот одни и те же правила. Вот, как бы, вот это надо выучить обязательно. Выучим. Выучим, да, спрашивай. Да, и все. У меня 10 часов, мне завтра на работу в 5 утра, Да, так ну, что я отваливаюсь, я все услышала. Ну, Денис, я тоже, спасибо, я ты предлагаю классно тоже... сказал. Я тоже предлагаю заканчивать. Просто смотрите, мотивация, ребят, в плане английского языка. Говорю, вот уровень зарплаты. В Китае вы будете 200-300 тысяч, даже 500 тысяч в месяц зарабатывать, просто прыгая клоуном в детском саде со знанием английского языка. Ну, вот главное туда попасть, чтобы вам рабочую визу дали, все, вам уже вот пол-лимона в месяц зарплаты. Это я просто пример привел. Есть там другие программы, есть, вот, допустим, студенты, кто до 27 лет, там есть возможность по ОПР попасть в Европу, в семью носителям, бесплатно. Но надо, я не знаю, сейчас, к сожалению, из-за санкций могут отменить эту программу. Раньше можно было. Так что давайте, все. Задание я скину в Телеграм. Всем пока-пока. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я отвечу. Без проблем. Потому что уже трансляция заканчивается.
Вопросов больше нет. Спасибо. Ну, все, начинаем грамматику и учим слова, то, что я говорил. Lingua себе скачайте, либо другое приложение, чтобы каждый день учить минимум 5 слов. Минимум 5 слов. Одну, допустим, по грамматике как можете сделать. Допустим, грамматику выучили там раз, там, 2-3 дня учите грамматику, какое-то правило, и учите там каждый день словарные, то есть слова запоминаете, то есть 5 слов, там 10 слов, допустим, в день учите. Но это надо себя заставить. Делайте там, тетрадку себе, пишите, желательно писать. Я вообще пишу обычно. Ну, если нет лень писать, то приложение какое-то, где вы там можете проверить аудирование, там, райтинг, если... По экзаменам еще договорю. Смотрите, экзамены обычно, вот все, что есть 2 экзамена сертификационных. Первый TEFL, Test of English Foreign Language, и второй IELTS. Там обычно спрашивают вот 3 части. То есть идет сочинение, идет тест на грамматику, то есть на времена, и 3-я часть это listening, то есть listening и speaking, то есть умение слышать, что тебе говорят, и умение говорить на английском языке. Вот на базе вот этих вещей тебя оценивают, тебе дают оценку там, 6 баллов, 7 баллов и так далее. Это если вы захотите сдать английский язык. Есть тест еще по грамматике отдельно, я тоже скину там Telegram с тестами. Ну, там вы можете только грамматику оценить. Listening, writing, понятно, как бы нет. Потому что это надо уже писать сочинение, у вас будут проверить. Так что я предлагаю заканчивать. Трансляция пока вот больше делать не будут. Будут, если какие-то вопросы, пишите в личку, постараюсь помочь. И как бы, в дальнейшем уже жду от вас выполнения заданий. Там, закончим. Если будет желание как бы индивидуально учить английский, там, или вам нужен носитель языка, у меня тоже друзья есть там, и англичане, и американцы, которые знают английский язык, могу вас познакомить, как вы будете с ними практиковать уже английский язык. Вот. Потому что как бы, я так считаю, что любой труд должен быть, какой-то труд, допустим, какие знания я могу дать бесплатно, какие-то платно. Это все логично. Вот. Так что всем спокойной ночи, и задания выложу, будете выполнять. Всем пока-пока. Спасибо за участие. See you later. Спасибо. До Не за свидания. что. До свидания. Всем пока-пока. Всем спасибо, ребят. Отключаюсь. Ну и запись постараюсь тоже выложить. Так, как тут закончить? Так, остановить демонстрацию, да.